Молодая девушка, Алина, выросла в бедной семье, где родители больше думали о деньгах, чем о ее счастье. Когда ей исполнилось 18, семья заставила ее выйти замуж за старого, но богатого мужчину, господина Григория. Все вокруг говорили, что это обычный брак по расчету, но сама Алина надеялась на лучшее. Она представляла себе хоть какое-то проявление заботы, тепла и любви, даже если это всего лишь формальность. День свадьбы прошел в торжественной тишине. Гости поздоровались, обменялись подарками, но в глазах Григория не было ни радости, ни нежности, только холодный расчет. Алина старалась улыбаться, но сердце ее сжималось от страха. Она понимала, что теперь ее жизнь полностью зависит от этого человека, и она не может ничего изменить. Когда наступила ночь, Алина была одна в огромной спальне, освещенной только слабым светом свечей. Она тихо ждала мужа, готовая к обычному ритуалу, обмену словами и формальностями, возможно, холодной ночи в одиночестве. Но когда дверь открылась, перед ней предстала совершенно неожиданная сцена. Григория, которого все считали скучным и жестоким, встретил ее с улыбкой, доброй, мягкой и почти юношеской. Он был не тем стариком, которого представляла себе Алина. В руках он держал старую шкатулку. «Это для тебя», — сказал он тихо. Внутри оказались письма и дневники, которые раскрывали всю его жизнь, потерянную любовь, утраты и сожаления. Оказалось, что Григорий всю жизнь мечтал о настоящей семье, но обстоятельства и ошибки не позволяли ему быть счастливым. Он сел рядом с Алиной и начал рассказывать ей эти истории, открывая сердце. Девушка была потрясена. Старик, за которого ее вынудили выйти замуж, оказался человеком с глубокой душой, способным на тепло, заботу и настоящее чувство. Она впервые в жизни увидела, что за внешним обликом богатого и старого человека может скрываться история любви и одиночества, которая ждала своего спасения. Эта ночь изменила все. Алина поняла, что судьба иногда играет странные игры. Там, где кажется холод и расчет, может скрываться искреннее чувство. Брачная ночь, которую она ожидала провести в страхе и отчаянии, превратилась в момент настоящего открытия и начала новой жизни, совместного пути двух одиноких сердец, нашедших друг друга вопреки всему.